11-миллиметровые динамические драйвера, технология Bass-Up, 6 микрофонов с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта, активное шумоподавление до 45 дБ, адаптивный ANC, функция прозрачности, индивидуальные настройки ANC, режим кино и игровой режим, поддержка фирменного приложения, настройка звучания, технология Hear ID, сенсорное управление, защита по стандарту IPX5, беспроводная зарядка, бокс-подставка под смартфон, время автономной работы до 12 часов на одном заряде наушников и до 60 часов вместе с боксом. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore P40i. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Коробка выполнена в стандартном стиле для Anker Soundcore. На ней есть название, изображение и краткие характеристики. Все как у всех. Упаковка простая, в комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство пользователя, кабель для зарядки Type-C и комплект неплохих амбушюр разных размеров. Бокс увесистый, как и наушники. Назвать данную модель легкой и компактной довольно сложно. Вес и габариты вы можете наблюдать на экране. Звуковод овальной формы с пластиковой сеточкой и выступом для удержания амбушюр. Оформлен он хорошо. Далее, 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов под любым из роликов, в комментарии либо описании своего канала указать свое имя в телеге и подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, присутствовать не обязательно, выиграете, я вам напишу. Перейдем же к обзору. В продаже есть черная, белая, синяя и фиолетовая расцветка модели. Выполнен бокс из матового тактильно приятного пластика, на дне у нас есть прорезиненная вставка, на крышке расположили зеркальный лейбл с тиснениями. Потертости и царапины на корпусе появляются не моментально, собран он хорошо, люфт у крышки отсутствует, за что отдельный плюс, при том, что шарнир пластиковый. Бокс не компактный, в кармане же он слегка мешается. Далее на корпусе расположили разъем для зарядки Type-C, кнопку для сопряжения и LED-индикатор с выступом для удобного открытия крышки бокса. Открыть одной рукой бокс достаточно сложно, к сожалению, как в модели Sport X20 бокс не имеет кнопку для открытия крышки. Вот там идея была отличная, посмотрите. А-ля спортивные наушники очень, кстати, удобные. Крышка в открытом состоянии фиксируется и самостоятельно не захлопывается. Хлопок глуховатый и приятный. Внутри бокса расположили маркировку Left-Right, краткую информацию, подставку под смартфон и 2 горизонтальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе гуляют. Магниты, удерживающие наушники в боксе, неплохие. Если попытаться вытряхнуть наушники из бокса, то нужно будет приложить усилия. Подставка хорошая, не сказал бы, что данное решение актуальное, но за него однозначный плюс. Переходим к наушникам. Внешне наушники выглядят так же, как и большинство моделей от данного бренда. Ничего нового в дизайне мы не видим. Выполнена пара из глянцевого и матового пластика, корпус марки, но собраны наушники хорошо. Сидят наушники в ушах плотно, не выпадают, но при длительном использовании доставляют небольшой дискомфорт. Сами наушники достаточно крупные, это нужно учитывать при покупке. Далее на корпусе расположили по 3 микрофона на каждом наушнике с технологией шумоподавления, логотип, контакты для зарядки и сенсорные области для управления. Из команд на борту плей-пауза, регулировка громкости, переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента, переключение между обычным режимом шумоподавления и режимом прозрачности. Управление удобное, настроить возможность есть. На нажатие откликаются наушники отлично и быстро. Но ложные срабатывания изредка проскакивают, так как я включил одиночный тап в приложении. Некоторые команды сопровождаются приятными системными звуками, не все. Летим дальше. Оснащены наушники 11-миллиметровыми динамическими драйверами с технологией Bass-Up. В принципе, как и все у анкеров. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. По кодекам есть поддержка AAC и SBC, все довольно скромно. Активное шумоподавление в данной модели до 45 дБ, это уже нормально так. ANC имеет ручную настройку с 5 режимами шумоподавления, адаптивный режим, индивидуальный режим и ANC под 3 сценария использования. ANC хорошо убирает посторонний шум, ко всему белого шума с включенной данной функцией я не обнаружил. Настроен активный шумодав хорошо, как и все его режимы. Разумеется, для кого-то будет удобнее использовать один режим, для кого-то другой, но лично как по мне, 2 основных режимов, таких как ручной и адаптивный, было бы более чем достаточно. Вместе с ANC P40i также поддерживают функцию прозрачности с 2 режимами, такими как полная прозрачность и режим речи. С включенной функцией прозрачности можно без проблем разговаривать с собеседником на улице, не снимая наушники. ANC как функция прозрачности могут работать даже с одним наушником, но настройка в данном случае недоступна. Для ANC функции прозрачности также есть технология защиты от шума ветра, что хорошо спасает в не особо
особо радостную погоду, как вы понимаете. Далее, P40i поддерживает Google Fast Pair для удобного подключения к смартфону. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается, по одному наушники работают. И переподключение бесшовное. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса к ранее сопряженному устройству. Емкость аккумулятора бокса на минуточку аж 800 мАч, а емкость аккумулятора одного наушника 60 мАч. Полный цикл зарядки бокса занимает в среднем 2 часа 45 минут, что не быстро, но не удивительно, учитывая емкость аккумулятора. Наушники же заряжаются плюс-минус 1 час 10 минут. Бокс поддерживает беспроводную зарядку, что тоже является весомым плюсом. По автономности заявлено 12 часов автономной работы на одном заряде наушников и до 60 часов вместе с боксом без использования ANC и других функций. У меня наушники отыграли на 70% громкости по кодеку AAC без включенного ANC 9 часов 25 минут. Водонепроницаемость только у наушников класса IPX5, я искупал их в воде, по итогу с ними все в порядке, весь функционал как работал, так и работает, однозначно так делать не стоит, вообще никакие наушники у меня от этого не погибали, и даже в перспективе за 7 лет, но все равно возможно это, поэтому будьте аккуратнее. Для полноценного использования нужно установить приложение Soundcore. На главной странице с подключенными наушниками мы видим заряд бокса и наушников по отдельности, но не в процентах. Далее, помимо уже перечисленного, есть вкладка «Звуковые эффекты» с уже привычными для нас предустановками звучания. Также можно создать свои кастомные эквалайзеры и персонализировать стоковые. А для простой настройки есть технология Hear ID. Реализована данная функция хорошо, и после первой же настройки звук стал слегка объемнее и более подходящий под мои предпочтения. Далее, в приложении также есть два режима работы наушников. Это игровой режим и режим для просмотра фильмов. С игровым режимом недоступны звуковые эффекты, но с ним снижается задержка в играх. При включении режима для просмотра фильмов звуковые эффекты доступны. Сам режим отлично подходит для просмотра фильмов, роликов и даже для прослушивания музыки. Но лично мне звучание P40i без этого режима нравится больше. Но тут все индивидуально. Из полезного можно отрегулировать безопасный уровень громкости, проверить прилегание наушников, включить-выключить тональные сигналы и уведомления о низком заряде, настроить автоматическое выключение, что отлично сохраняет заряд, добавить виджет на главный экран, включить-выключить мультипоинт до двух устройств и обновить прошивку. Мне, к слову, обновление уже прилетало. Летим дальше. Bluetooth чип установлен в версии 5.3, связь с устройством они держат хорошо, через одну стену не отваливались, как и через две. Да и на улице фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна, в целом как и в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны справляются со своей задачей достойно, но не сказал бы, что лучше или хуже, чем микрофоны у других ТВС-наушников в этой ценовой категории. Но основное, что нужно знать, это то, что их можно без проблем использовать для разговоров. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Anker Soundcore P40i, вот так они у вас будут примерно отрабатывать. Чем ближе микрофон к источнику звука, тем лучше будут отрабатывать микрофоны. Вампиров плюс-минус все одинаково. Звучание. Удобно, что звучание можно без проблем персонализировать, и на изменения данная пара откликается хорошо. В стоке же звучание отлично сбалансировано, бас мощный, но при этом он не имеет лишнего акцента. Середина имеет отличную проработку, а высокие звучат приятно и выразительно. В стоке звуку, как по мне, не хватает объема, но с другой стороны я его получил сразу же после настройки функции Hear ID, так что утрированно 3 клика и все будет хорошо. Вокал как мужской, так и женский дается данной модели без особого труда, инструментал различим, особенно с включенным режимом кино. Из минусов: нет датчиков приближения, нет отображения заряда в процентах и наушники довольно крупные. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. У Анкеров стабильно распродажи, на Али стабильно распродажа. Так что я уверен, по выгодному ценнику вы их найдете. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал и телеграм-канал взаимопомощи. Резюмирую. Anker Soundcore P40i не зацепили меня своим внешним видом, и даже подставка под смартфон не особо впечатлила. А вот действительно заслуживает похвалы, так это хорошее звучание, возможность персонализации его, шикарное время автономной работы, обширнейший функционал, полезные добавления, которые только улучшают опыт использования данной модели. От меня девайсу однозначное «да», желательно на распродажах. Добра и удачи вам, дорогие друзья!